Почему мужчина поднимает руку на женщину? Потому что он мудак. Ладно, давайте без стереотипов, без шаблонов разбирать с точки зрения психологии. Почему же так получается? Мы часто слышим такое выражение, и в России, и в СНГ оно очень хорошо всем знакомо. Бьет, значит любит. Почему мужчина допускает насилие в семье? Почему поднимает руку? Почему занимается рукоприкладством и так далее? Давайте разбирать с точки зрения психологии. Первое, что это невозможность контролировать свои чувства и эмоции. Когда женщины, в отличие от мужчин, они более эмоционально раскрепощены. И они больше выражают свои чувства и эмоции, могут транслировать, делиться. А мужики, они скрытые, им тяжело делиться чувствами и эмоциями. Они все держат в себе. И когда мужчина видит то, что девушка на него кричит, либо, неважно, даже там плохие, хорошие эмоции девушка выражает, либо женщина, неважно. Когда девушка эмоционально раскрепощена, когда она выражает по-настоящему свои чувства и эмоции, ну как называют там, вспылила, либо какая-то ссора. А мужчина не может с этим обладать, не может себя контролировать, не может сделать так, чтобы оставаться в состоянии там, осознанности, контролировать свои чувства и эмоции. Единственное, к чему он прибегает, это к рукоприкладству. Начинает бить женщину. Начинает бить ее из-за чего? Из-за того, что не может справиться со своими именно чувствами. Также часто бывает то, что мужчина это делает из-за страха. Страхи бывают различные. И в каждой индивидуальной ситуации, в каждой семье, опять же, тут нужно рассматривать все ситуации, которые есть общая информация, а есть индивидуальные случаи. И, конечно же, я сейчас буду больше говорить про общую информацию, почему мужчины допускают такого, то, что поднимают руку на женщину. А есть, опять же, индивидуальное. Страх, комплексы у мужчины. У мужиков очень много комплексов. И они с ними не борются, они их не прорабатывают. Они с ними живут, с этими комплексами. И они не знают, что с ними делать, с этими комплексами. Опять же, возможно, где-то некоторые мужики сознательно понимают то, что у них что-то есть, что-то у них не так. В психологическом состоянии, в эмоциональном состоянии, в различных сферах жизни. А некоторые мужики даже сознательного этого не понимают. И у них эта программа идет уже от бессознательного. То есть они с собой, они не контролируют ситуацию. Они не могут находиться в настоящем моменте. Мужик просто как форма защиты, когда на него нападают, ему опять же так кажется, то, что на него нападают, эмоционально ему что-то рассказывают, и он по-другому никак не может защититься, либо защитить себя, либо защитить там пространство, и он тем самым нападает на женщину и занимается рукоприкладством, занимает насилием. Что еще может быть? Про страхи сказал, про комплексы сказал. Также это очень часто связано с детством. Когда мужчина видит модель поведения своей семьи, в которой он вырос, и когда насилие там было нормально, то есть его отец и мать постоянно ссорились, было рукоприкладство, и эту модель поведения он берет с собой во взрослую жизнь. Потому что даже не а образ жизни, который был в детстве, модели поведения родителей, то, что родители закладывают, ценности, установки, убеждения. Это каждый человек берет в свою взрослую жизнь, и я в том числе. Опять же, вот во многих случаях насилие идет уже из поколений. Когда мужчина это видел в своем детстве, и для него это уже норма. Он думает, то, что раз отец поднимал руку на мать, значит это нормально. И я в своей семье буду делать то же самое. У каждого была какая-то травма в детстве. Вопрос заключается в том, что проработал он ее, не проработал, что он сделал с этой травмой. Он выбирает старые сценарии, старые шаблоны, и для него это окей, для него это норма. То вот поэтому получается рукоприкладство в семье. Также очень много у мужиков комплексов несостоятельности, заниженная самооценка. Когда они не могут реализоваться в каких-либо сферах, допустим, в финансах, допустим, на работе, допустим, в социуме, с друзьями, по каким-либо причинам у него не получается реализоваться в этих сферах. И где он отыгрывается в семье. И в семье, если он во всех других сферах, он какой-то неудачник, он себя неловко чувствует, он постоянно в волнениях, в тревогах, он постоянно всем подражает, очень много у него идолов каких-то, очень много у него кумиров, которых
он подражает, и он хочет быть такими же, как они, но не может по каким-либо причинам. И когда он возвращается в семью, когда он приходит, грубо говоря, с работы, и в семье он начинает диктовать свои правила, свои условия, свою агрессию начинает вымещать. И в семье он пытается быть, ну, как сказать, на фоне, там, не знаю, в диктатора превращается. Если он в социуме весь такой легкий, спокойный, опять же, скромный, тихий, то когда он приходит домой, он не может свою энергию, свою злость, которая у него накопилась, свое разочарование в жизни, он не может никуда ее нормальным образом выплеснуть свои эмоции, свои чувства, свои переживания, свою энергию, допустим, там, не знаю, в спортзал, в какое-то в хобби, там, не знаю, в любую различную сферу деятельности. У него накапливается агрессия, и он не знает, что с ней делать. И тут жена, и тут девушка, и он на нее это все вымещает. Всю свою злость, всю свою агрессию на ней отыгрывается. И становится в семье диктатором, становится в семье жестким, становится в семье, берет на себя полностью контроль, пытается все контролировать. Боится то, что его жена, либо его девушка по каким-либо причинам может уйти от него. То, что она ему говорит иногда, там, опять же, в ссорах, в конфликтах, иногда обидные вещи. То, что вот посмотри, там, не знаю, у Светки муж очень много зарабатывает, а у Ольги муж там какой-то миллионер, и они постоянно путешествуют. А когда мы последний раз были в отпуске, а у нас кредиты на ипотеку, у нас кредиты за телефоны, почему ж ты не можешь там заработать? И когда женщина высказывает то, что у нее на уме, свои чувства, свои эмоции, свои переживания, делится с этим, а мужчина не в силах это все воспринять. Мужчина тем самым защищается, тем самым он не может никак на это все ответить. И единственное, что он может ответить, это вот животный инстинкт, это рукоприкладство, это показать свою силу, показать свою мускулинность, показать, там, кто в доме хозяин, кто сильнее там, и так далее. Поэтому мужики очень часто приходят именно к тому, то, что насилие в семье появляется. Теперь по поводу женщин. Дело в том, что, опять же, есть такой стереотип, ходят и слухи, не знаю, вот я это часто слышу на сессиях, то, что да, она сама меня довела, да, она сама во всем виновата, я сидел спокойно, никого не трогал, у меня было все окей, все хорошо, и тут она мне начинает вот это рассказывать, и тут я уже начинаю закипать, не могу уже ничего с собой сделать, я уже не контролирую ситуацию, я уже как, там, не знаю, как будто бы в каком-то режиме эффекта, под воздействием там чего-либо, и начинается рукоприкладство. То есть, а потом мужчина тем самым начинает оправдываться. Да ладно, это было всего один раз, больше такого не будет, это всего единичный случай, я прекрасно понимаю, там, что насилие это плохо, но я не такой, но раз за разом эти ситуации постоянно происходят, и все больше, и все, как сказать, и насилие все больше и больше появляется в семье. Теперь по поводу женщин хотел еще сказать такую штуку, то что многие женщины терпят это. Опять же, когда клиенты приходят ко мне на практику, на терапию, на консультации и рассказывают о насилии в семье, мы с ними более подробно это все изучаем. И когда они приводят сначала маленькие примеры, вот он меня там немножко шлепнул, либо ударил, но это было не сильно, я все стерпела. Если будет что-то посерьезнее, я, конечно же, от него уйду. Но потом проходит месяц, полгода, и девушка снова приходит ко мне на сессию, на терапию и рассказывает то, что уже было гораздо серьезнее, уже было насилие гораздо больше, и она до сих пор остается в этих отношениях. И она своего рода превращается в жертву. Ну ладно, я его люблю, ну ладно, бьет он меня иногда, ну я же терплю. И когда мы с ней начинаем об этом разговаривать, а почему не можете уйти, для вас-то окей, не окей. И женщина, вот часто так бывает, некоторые, да, как только есть насилие, сразу же отношения, как сказать, прекращаются и отношения расходятся. А некоторые это все терпят и говорят, думают, либо хотят думать то, что муж исправится, это было первый и последний раз, ладно, я потерплю, ладно, было не больно. То есть это сейчас про ответственность, то, что ответственность тут и у мужчины, и у женщины. И нет никогда безвыходной ситуации. Выход есть всегда. Потому что многие, опять же, клиенты говорят то, что ну тут у нас безвыходная ситуация. У меня 2 детей, у нас в семье там 2 детей, и что я могу поделать, куда я уйду, кому я нужна.
он меня иногда применяет насилие, ну ладно, я потерплю, но все-таки он там делает то-то, то-то, то-то. Якобы ситуация безвыходная. Такого не бывает. Выход есть всегда из любой ситуации. И то, что по каким-либо причинам девушка в данный момент не видит выхода, либо не хочет видеть выхода, это опять же нужно с этим работать. Нужно с этим работать на терапии, нужно с этим работать на консультациях и изучать все моменты, почему так происходит. Если подытожиться, почему мужчины применяют насилие, поднимают руку на женщин? Из-за страхов, из-за комплексов, из-за чувства неудовлетворенности, из-за того, что они не могут контролировать свои чувства и эмоции, и ту агрессию, которая у них есть, они в другую сферу жизни по каким-либо причинам не могут направить, и они направляют это в семью. Также это очень часто связано именно с детством, когда модель поведения, когда парень, там, мальчик видит то, что в семье раньше происходило, и для него это норма, для него это окей. Какой из всего этого выход? Как делать так, чтобы мужчины не поднимали руку на женщин? Тут все индивидуальное, каждый случай, каждая ситуация рассматривается. И как я говорю, то, что ответственность лежит на двух сторонах. И никогда нету, многие опять же думают, то, что нету выхода из этого. Выход есть, выход можно найти с помощью специалиста. Если вам кажется, что выхода нет, выход можно найти с помощью специалиста на терапии, на консультации, на сессии. У меня все. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. С вами был психолог, сексолог Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.